Какую электробритву выбрать? Роторную или сеточную? Какая лучше подойдет для чувствительной кожи, а какую выбрать для жесткой щетины? Что влияет на чистоту бритья, скорость и безопасность? Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео подробные критерии выбора и наглядные тесты. Важно! Для того, чтобы разобраться в устройствах, я на себе протестировал десятки электробритв разных видов и разных производителей. Рассмотрим два типа бритв – роторные и сеточные. Начнем с принципа работы. У сеточной бритвы под сеткой находятся ножи. Они двигаются с высокой скоростью. Когда волосок проникает через отверстие в сетке, нож срезает его у основания. Бритвы могут иметь от 1 до 6 сеток. При этом некоторые виды сеток могут дублироваться. Лучше всего бритва срезает волосы против роста, поскольку при таком движении волоски легче попадают в ячейки сетки. У роторной бритвы круглые ножи расположены под решеткой. Волоски попадают в щели круглой головки, где срезаются вращающимися ножами. Роторные бритвы обычно оснащаются несколькими головками, которые движутся независимо друг от друга, адаптируясь к рельефу лица. Роторной бритвой нужно сбривать щетину, делая круговые движения. Так волоски легче попадают в ячейки решетки. Волосы на щеках, усах, подбородке растут в одном направлении, поэтому сеточной моделью, двигаясь против роста, сбривать щетину легче. На шее волосы растут разнонаправленно, поэтому именно на шее роторная бритва при круговых движениях более эффективна. При правильном направлении движений в обоих типах устройств бритье займет минимум времени. Поэтому, возвращаясь к первому запросу, какую бритву выбрать для жесткой щетины, отвечу практически любую. А вот если важны скорость бритья, чистота, безопасность и комфорт, нужно смотреть на определенные характеристики. Начнем со скорости. В процессе тестирования были побриты 6 одинаковых поверхностей бритвами с разным количеством сеток. Номер на поверхности соответствует количеству сеток электробритвы. Чем больше сеток, тем меньше времени занимает бритье. В роторных моделях аналогично. Бритва с 3 бреющими головками справится быстрее, чем бритва с 2. На скорость бритья влияет не только количество бреющих элементов, есть и другие факторы. Скорость бритья зависит от нескольких характеристик. Во-первых, от количества бреющих элементов, бреющих головок или сеток. Во-вторых, от скорости двигателя. В некоторых бритвах ее можно менять. При этом у сеточных моделей двигатель может быть линейный, со скоростью до 14 тысяч движений в минуту, либо роторный, со скоростью до 10 тысяч. У линейного, кстати, и вибрации меньше. Скорость бритья зависит и от ножей, особенно от угла заточки. Минимальный в индустрии 30 градусов. Однако производители могут эти параметры не указывать. Со скоростью разобрались. Посмотрим, что влияет на чистоту бритья. А с чистотой бритья все немного сложнее. Разные виды сеток и решеток отвечают за сбривание волосков разной длины. У роторных, как правило, 2 вида решеток и ножей. Для длинной щетины, например, 3-дневной, и короткой, 1-дневной. У сеточных разнообразие больше. Базовые сетки сбривают волоски длиной 1-2 мм, но с длинной 3-4-дневной щетиной они не всегда справляются. Для такой нужна сетка-триммер, а для того, чтобы получить чистоту бритья, как у станка, используются более тонкие сетки. Так ножи будут срезать волоски ближе к коже. То есть чистота бритья зависит от расстояния между кожей и бреющим ножом. А возможность бритья щетины разной длины зависит от количества видов бреющих элементов. В топовых моделях, как правило, много бреющих элементов. Поэтому они, с одной стороны, легко справляются с 3-дневной щетиной, а с другой обеспечивают чистоту, как у станка. А если щетина очень длинная, например, недельная, тут понадобится триммер. Триммер поможет подровнять виски или укоротить слишком длинную щетину. Он может быть стройным или внешним, выполненным в виде отдельной головки. Бывают специальные насадки на триммер, которые позволяют подстричь бороду до выбранной длины. Ширина триммера и направление ножа могут быть разными. С чистотой бритья разобрались. Переходим к безопасности. Бритье может вызывать раздражение кожи. Оно появляется из давления бритвы и трения сетки или решетки об кожу. Как правило, раздражение ниже при бритье сеточными моделями. Чем больше бреющих элементов у бритвы, бреющих головок или сеток, тем больше площадь бреющей поверхности. А соответственно, ниже давление на кожу
и меньше раздражения. Чем меньше времени займет цикл бритья, тем меньше раздражения. Поэтому, если кожа чувствительная, лучше выбирать бритву с более быстрым мотором. Ну а самым простым способом снизить раздражение кожи будет использование пены для бритья. Однако не у всех моделей есть возможность работы во влажном режиме. Мы обсудили частоту бритья, скорость и безопасность. Поговорим о комфорте. Тут важны два параметра: комфорт скольжения по коже и комфорт удержания бритвы в руке. Подвижные головки и сетки позволяют бритве скользить по коже, повторяя контур лица. Так бритье станет проще и удобнее. Для того, чтобы бритву было приятно держать и она не выскальзывала даже в мокрых руках, на корпусе бритв делают прорезиненные вставки. Также отмечу, что современные электробритвы часто оснащены информативным дисплеем. Дисплей может показывать оставшийся заряд в процентах, индикацию необходимости очистки, активацию режима блокировки. С ним бритва случайно не включится в поездках. Может отражаться смена режимов работы. У некоторых моделей предусмотрены разные скорости для более мягкого или интенсивного бритья. Предпоследний важный пункт – зарядка и аккумулятор. Лучше выбирать модели с литиевым аккумулятором. У него нет эффекта памяти, то есть можно подзаряжать бритву в любой момент. Такие аккумуляторы и заряжаются, кстати, быстро. Обычно за час-полтора. Кстати, большинство современных моделей имеют разъем USB Type-C. Так к бритве подойдут зарядники от многих современных смартфонов. Последний момент – комплектация. В комплект поставки могут входить чехлы для хранения и транспортировки, щетки для чистки, масло для смазки подвижных элементов. А еще приятно покупать себе или дарить кому-то бритву в качественной упаковке. Тогда уже при распаковке обладатель получит удовольствие от нового устройства. Выбирайте качественные электробритвы и пользуйтесь ими долгие годы. Спасибо за внимание.